Ну, так как я сейчас в этом саду в основном занимаюсь расчисткой, то есть пилю, режу, вот сегодня и поговорим именно о таком инструменте, пилище-режущем. Ну, хозяева, судя по всему, подготовились к моему приезду и купили разного рода секаторы. Ну, по крайней мере, я себя такой мыслью тешу, что они специально для меня это все купили. Но, и вот тут очень важный момент, я вас отсылаю к своему видео, которое я снимал приблизительно год назад. Я рассказывал о том, как выбрать правильный секатор. Ссылочки оставляю в описании, как обычно, переходите, смотрите, там более подробно все это рассказано. Но в двух словах напомню. Вот секаторы, которые они купили, ну, я надеюсь, для меня, они для меня не совсем подходят. Почему? Потому что при выборе секатора очень важно прийти в магазин и подержать его в руках. Секатор должен очень удобно лежать в руке. Если вам обрезать приходится много, то вы должны от работы испытывать удовольствие, а не дискомфорт. Этот секатор не должен вас раздражать. И вот эти секаторы, которые новые, они, конечно, прекрасные, они острые, отлично режут, но в руке не очень комфортно лежат. Они скорее рассчитаны либо на женскую руку, либо на маленькую мужскую руку. Но я тут обнаружил секатор, который старенький, который без всяких опознавательных знаков, непонятно чье производства, но при этом он острый, при этом он отлично сидит в руке, удобный. В основном работаю ним. Поэтому при выборе секатора обязательно, я настаиваю на этом, вам нужно лично подержать его в своей руке, чтобы понять, подходит он вам или нет. Ножовки. Ну, то же самое. Есть у меня на канале видео про японские ножовки садовые, которые называются силки. Ну и это видео вызвало, естественно, бурю негодования у таких закоренелых садоводов еще советских времен, которые работают обычными советскими ножовками. Они писали: хорошо наточенная советская ножовка ничем не уступает. Уступает, уверяю вас. Проблема не в том, насколько она наточена, а в том, насколько современная форма зуба. Это не силки, конечно, но принцип тот же. Специальная форма зуба и фактически нет разводки. Очень тонкое полотно. Но это у меня Black & Decker. На самом деле я пользуюсь, она складная, иногда в некоторых местах удобно. В основном я пользуюсь вот этой вот ножовкой. У нее мелкий зуб специальной формы, очень, естественно, острый. Полотно очень тонкое и нет никакой разводки зубьев. Это позволяет пилить легко, быстро и, самое главное, получать гладкие срезы, которые очень быстро затягиваются и заживают. Ну, у меня, правда, немножко проблема другая. Я выпиливаю поросль, мне не нужно, чтобы она быстро затягивалась, мне нужно, наоборот, чтобы она погибала со временем. Но кое-где все-таки отпиливаю ветки у культурных растений, и желательно, чтобы они быстро зарастали и затягивались. Вот подобные ножовки очень существенно облегчили мне труд. Если бы я обычной советской ножовкой это все пилил, плюс натачивал бы ее регулярно, но это заняло бы достаточно много времени. Здесь вот такая форма зуба позволяет вам пилить в одном направлении. То есть от себя вы ведете свободно, на себя с усилием. От себя свободно, на себя с усилием. Пилится быстро, легко и очень гладкий. Действительно, название силки, ну, японские пилы, если мы про них опять вспоминаем, силки означает шелк. Здесь то же самое. Очень хороший, ровный и гладкий срез. Ну, есть у меня, конечно, в арсенале и топорик вот такой. Я, правда, ним еще фактически не пользовался, но скоро перехожу в то место, где очень сильное загущение. Вполне возможно, там что-то придется и рубить. Ну, переходим к более сложной технике, электрической и бензиновой. Два очень важных, я бы сказал, базовых инструмента для расчистки сада. Кусторез. Кусторез компании «Штиль», аккумуляторный. Помните, когда-то я вам показывал свой кусторез, который остался у меня дома? Там у него два литий-ионных аккумулятора, мощных. Продолжительность работы тем моим кусторезом гораздо больше, но при этом, конечно, он тяжелее. Этот очень легкий, у него литий-ионный аккумулятор встроен. Вот здесь емкость его не очень большая, но при этом он легкий и удобный в работе. В принципе, пока меня вполне устраивает. Ну, это бензопила. Это такой, скажем так, начальный уровень. Это тоже компания «Штиль», модель, кому нужно, МС-170. Двухтактный двигатель, смесь масла и бензина, вес 4,5 килограмма, без топлива. Ну, а длина шины 30 сантиметров. Такой базовый уровень для того, чтобы именно расчищать сад.
спиливать какой-то самосев, который превратился уже в довольно толстые деревья, опиливать какие-то ветки. Цепь мне поменяли, купили специально новую, работать сейчас с ней одно удовольствие. Ну а вот это устройство покорило мое сердце. Это мультитул такой своеобразный. В его основе бензиновый четырехтактный двигатель. Что такое четырехтактный двигатель? Это, естественно, меньше потребления, меньше шума и меньше выхлопных газов. Вращение от этого двигателя передается на вот эту штангу. И на эту штангу, на ее окончание мы можем цеплять самые разнообразные насадки. Вот я их тут поставил. Может быть обычный триммер для того, чтобы косить траву. Причем помимо лески вы можете поставить вот такой вот диск, который позволяет срезать, ну, такой бурьян уже сухой, прочный, высокую траву. А можете поставить вот такой диск с мелкими зубьями, которых много. Вот такой диск позволяет уже резать какие-то кустарники, какой-то самосев, который уже достаточно толстый. Следующая насадка – это кусторез. Благодаря тому, что это все на длинной штанге, вы можете с помощью этого кустореза обрезать уже высокие изгороди. Есть такая насадка, цепная пила, 30 сантиметров шина, здесь масляный бачок, чтобы масло подавалось на цепь во время работы. То же самое позволяет спиливать ветки уже на достаточно большой высоте. Ну и наконец, есть еще вот такое промежуточное звено, еще одна промежуточная штанга. Если собрать вместе с этой штангой, длина этого устройства 3 метра. Конечно, при весе 7,6 килограмма работать на большой высоте достаточно сложно. Но если вам очень надо спилить какую-то ветку, вот просто надо, и у вас нет стремянки, нет подходящей какой-то лестницы или кривой склон, как здесь, это устройство просто незаменимо. Оно меня часто очень спасает. Ну и, наконец, инструмент, который я отношу к вспомогательным. Вот такая вот сабельная электрическая пила. Вот здесь вставляется лезвие, которое ходит туда-сюда и прекрасно пилит. Очень удобно работать, если где-то недалеко от дома, где есть розетка, где есть удлинитель, и нужно перепилить достаточно толстое бревнышко какое-то, но не хочется делать это руками и не хочется заводиться с бензиновой. Вот, отлично работает. Самое важное условие, вот этот упор обязательно плотно упирать, силой упирать в это самое бревнышко. Упрете плохо, в руках будет вот так ходить, как отбойный молоток. Вот специальный упор для этого и есть. Кстати сказать, можно пилить не только древесину, но и пластик, и бетон, и даже металл. Естественно, меняя вот эти самые насадки. Для каждого материала своя насадка есть. Измельчитель. Я вам когда-то показывал его, уже измельчитель для веток. В принципе, удобная, хорошая вещь, но для меня здесь два очень важных момента, которые все-таки ограничивают его работу. Первое. Конечно, перерабатывать ветки нужно было до того момента, когда на них появились листья. Сейчас, когда мы спиливаем ветки с листвой, он довольно быстро забивается, приходится каждый раз открывать его, прочищать. Второй важный момент. Его мощность достаточно большая. 2400 ватт электрическая мощность. При длительной работе, естественно, потребление электроэнергии большое. Электроэнергия сейчас стоит денег, недешево. Поэтому используем только по необходимости, если нам нужна мульча. У него внутри система ножей вращающихся, диск такой, там вставлены ножи, которые, естественно, нужны периодическая заточка этим ножам. На мой взгляд, это не самый лучший вариант для измельчителя. Я, например, предпочитаю шнековые измельчители, но сейчас останавливаться, фокусироваться на этом мы не будем. Ну и, наконец, последний очень важный элемент расчищения сада — это вот такая ветродуйка. Опять же, я напоминаю, что когда-то я вам показывал ту ветродуйку, которая у меня дома осталась. Вот здесь как раз противоположный вариант. Она у меня менее мощная, более легкая, здесь более мощная. 2 литий-ионных аккумулятора, очень большая скорость, но здесь и площади больше, здесь мощение. Поэтому наводить порядок после работы вот такой ветродуйкой, в принципе, достаточно легко и просто. Ну вот, вкратце о том, каким инструментом сейчас я пользуюсь для того, чтобы расчищать и работать в этом саду. На сегодня все. Всего доброго.